Всем привет! Вы на канале Заброшенная Прибалтика. Это Лепойский металлург, огромный заброшенный металлургический завод. Это не просто завод, а целый промышленный город. Десятки зданий, улицы, огромные цеха со всем оборудованием. Раздевалки, офисы и склады. Все выглядит так, будто бы завтра придут рабочие на смену. Такого крутого сохрана и масштабов я еще не встречал. Представляете, целый месяц я изучал этот завод и снял про него большой сериал. Это первая серия знакомства с гигантом. Сегодня мы начнем изучение завода с небольших цехов, а после прогуляемся по огромному прокаточному цеху, где делали арматуру. Вечером мы поднимемся на дымовую трубу и насладимся видом, а после спустимся в заводское бомбоубежище и заглянем в офисный отдел. Приятного просмотра! Ой-ё! Нет, ну реально. Завтра люди придут на работу. Так, все. Мы в игре. Я проник в запретную зону. Это, конечно, не Чернобыль, но кое-что тоже грандиозное и полностью покинутое людьми. Первый заводской цех. Это не просто огромный металлургический завод. Это целый промышленный город. Чтобы полностью изучить этого гиганта, мне понадобится минимум пару дней. И я думаю, что на канале будет несколько выпусков, посвященных этому заводу. Чтобы вы понимали, вот это здание — это один большой цех. Помимо него здесь еще с десяток цехов поменьше. Закрыто. Вот, без преувеличений, но за всю свою жизнь я еще не бывал на таких заводах-гигантах. Это огромный прокатный цех, и сегодня мы обязательно в него заглянем. Но сначала заглянем в цеха поменьше.
Еще один цех. Это рельс для крана. Вон он. Я вообще смогу тут слезть? Кое-как слез по этой трубе. Надеюсь, блин, оно того стоило. Ну, согласитесь, выглядит атмосферно. И это только начало. О, есть проход. Отлично. Заводская мастерская. И смотрите, первые артефакты. Станки. Шлифовальные диски. Вот и первые находки. Ого! Это же Ригонда, сделанная на знаменитом заводе Радиотехника. Вообще, сам Металлург, как я понимаю, закрыли в 2018-м. Точнее, его законсервировали до лучших времен. Но недавно вроде как окончательно стало понятно, что увы и ах, но Металлург уже работать не будет. Смотрите, тут склад с разными ремнями. Пахнет резиной. Склад с противогазами. Вот. ГП-4. Ой-ё, сколько ящиков. Значит, где-то должен быть бункер. А это что? Респиратор R2. Знакомая вещь. 2006. Фирменный календарь Металлурга. Да. Давно тут уже нет людей. Бухгалтерия. Но это явно не в 2018-м заброшено, а куда раньше. Газета «Металлург». Это, походу, у завода была своя газета. Выходит с 58-го года. И это газета 2003-го. Ситуация довольно напряженная и сложная. 20 лет назад. Тут разные гвозди. Это продукция Металлурга. Ее образцы. Электроника 209. Наверное, заводская радиоточка. Куча бумаг.
под ногами. О! Еще одна газета «Металлург» за 2006. Новый станок отлил первые 50 тонн стали. Круто! Ладно, не будем тут задерживаться. Пойдем дальше. Сам цех, увы, выглядит пустовато. Куча заводских огнетушителей. Да, выглядит этот цех очень постапокалиптично. Смотрите, если не ошибаюсь, это похоже на формы для отливки металла. Вот еще целый палет. А что тут? Это, походу, трансформатор. А это здоровенный вентилятор, что ли? Что за колокола? Ой-ё! Смотрите! 887. Гатчина. Да это колокол еще с царских времен. Старинный. Этот, походу, тоже тяжелый, блин. Ой. О, там пауки. Вот и лаз нашелся. Оп. Ого! А тут все оборудование на месте. Короче, я уже хотел лезть, но заметил, что там камеры висят. Вон голубь воркует. Такс. Вон еще камеры. И вон еще. Я не знаю, работают они или нет, но как-то не хочется сейчас рисковать.
зона кормит сталкеров. Кисленькая, но пойдет. И таких цехов здесь несколько десятков. В лучшие времена этого завода здесь трудилось целых 3500 людей. Ой-ё, смотрите, там, походу, крыша обвалилась. Мда, эх. Вот что бывает, если не следить за зданиями. О, сюда я заглядывал через окно. Это, походу, грузовичок для того, чтобы перемещаться по территории завода. Ой-ё! Тут какие-то нефтепродукты разлиты. Постепенно в каждой серии я буду раскрывать историю этого завода. Сегодня я расскажу про его рождение еще в Российской империи и работу во времена независимой Латвии. Строительство завода началось в 1882 году по инициативе Вильгельма Беккера, который хотел построить завод для производства проволочного железа, проволоки и гвоздей, чтобы поставлять продукцию по Российской империи. К 1901 году на заводе установили первую мартеновскую печь, а количество рабочих составляло 1300 человек, что сделало завод самым крупным в Балтийских губерниях. После начала Первой мировой войны город Либава, прежнее название города Лепая, оказался вблизи линии фронта. Во время войны заводы в Либаве действовали под началом немецких оккупационных властей. После войны в 1920 году уже в независимой Латвии завод восстановил работу, и уже через 5 лет выпуск продукции достиг трети от довоенного уровня. Завод полностью обеспечивал потребности в металлоизделиях Латвии, а также экспортировал продукцию в Англию, Германию, Бельгию и в Советский Союз. В начале 1930-х годов завод столкнулся с экономическим кризисом, и в 1933 году правительство выкупило обанкротившийся завод за 1 миллион латов. Так завод стал государственным. Ну что, попробуем попасть в цех через крышу. Кстати, а что если попробовать залезть на трубу, осмотреть завод сверху? Длинный тоннель. Куда же он ведет? Так, ладно. Нам нужна лестница на крышу. Реально, это не просто огромный завод. Это, блин, целый
промышленный город. Крыша. Упс. Вот он, этот здоровенный прокаточный цех. Что там за домик на крыше? Какой-то пульт управления. Знаете что? Это, вероятно, бочки для тушения пожара в цеху. И здесь же небольшая мастерская. Все, ребята, я пробрался в прокатный цех, и вы просто взгляните на эти масштабы производства. Обалдеть. Я хочу попасть на вот этот центральный тоннель. Голубь. В общем, надо идти по ходу до того крана. Я буду весь грязный, конечно, но пофигу. Оно того стоит. Узко, блин. Грузоподъемность 20 тонн. Да, вот это заводик, конечно. Был Прибалтийский центр металлургии. Только вот проблема в том, что посреди этого цеха снизу в разных местах понаставлены камеры. И не хотелось бы на них попасться. Поэтому осмотримся пока сверху. Пульт управления. Это какой-то конвейер, походу. Еще один пульт. Какое-то оборудование везде. Это еще электромобили для езды по цеху. Да. На таких заводах я еще не бывал. Тут есть на что посмотреть.
каша под ногами. Тут еще какое-то оборудование. Пульт управления. И по всему цеху, заметил, горят вот такие красные семафоры. Значит, тут есть электричество. А вот смотрите, и камера висит. Белая собака. Я надеюсь, что сверху меня камеры не спалят. Ого! Посмотрите на этот здоровенный конвейер. Там, походу, пилы или что? Но, кстати, местами видно, тут уже что-то повывозили. Какое-то оборудование. А цех все не перестает удивлять. Сейчас я залезу в эту кабину. Да, это кабина. Можно ощутить себя крановщиком. Ух. Судя по этим рычагам, это еще старенький кран, советский. Ух, представляю, как тут было шумно, жарко. Работа кипела. Так, техосмотр до 19-го. А в 18-м как раз завод закрыли. Этот трудяга работал до последнего. Журнал оператора крана. Интересно. Такс. Год не написан, только даты. Это вот менялись смены и передавали друг другу кран операторы. Всем операторам крана выключать рубильник очень аккуратно. 2015. С крана работают люди. Не включать. Э, 2017. Кран залит после дождя. Не работает звонок. Последняя запись. Я хочу попробовать все-таки аккуратно спуститься вниз. Надеюсь, меня тут сразу не спалят. Просто Мекка металлургии.
Смотрите, арматура. И это была продукция металлурга. А здесь, вероятно, склад с образцами арматуры. Толстая. Вот этикетки. Такс. Лепойский металлург. Вот, это образцы 2015 года. Ого, это сварочный аппарат лежит. А здесь, похоже, пульт управления. Вот микрофон, чтобы давать команды. Внимание, работают тележки. Вот они, походу. Ой-ё! Смотрите, тут еще один цех. Причем с рельсами. То есть сюда мог заехать поезд и привезти сырье. Либо же увезти готовую продукцию. Просто царство машин и механизмов. Дух захватывает. И это еще не все. Смотрите, тут еще продолжение цеха. Цех уходит вдаль. Тут только по одному этому цеху. Офигеть. Огромная шестеренка. Тут только по этому цеху можно было бы бродить целый день. Твою дивизию. Я любовался всем этим и не заметил камеры. Все, они меня запалили. Я хочу быстренько заскочить в один из пультов управления и буду сваливать. Блин, ну как же так? Я отвлекся на цех и не заметил эти камеры. Фух. Ладно. Вот это операторская комната. Куча кнопок, тумблеров. Скоро стемнеет, поэтому я быстренько лезу на трубу. Кстати, я уже выше цехов.
Сегодня очень ветрено, и у меня забились руки. Ладно, еще чутка остается. Фу, я это сделал. Чтобы вы понимали, все вот эти здания, вот этот большой прокаточный цех, административная высотка и там вдалеке мартеновский цех с 3 трубами, это все территория металлурга. Туда, в этот цех, я тоже обязательно хочу сходить. Ну и всю вот эту часть завода хотелось бы изучить. Поэтому думаю, что про металлург будет несколько выпусков. А там вдалеке, за домами, Балтийское море. Сейчас бы тут еще не заблудиться. Офигеть! Да тут целая система подземелий. О, там лестница наверх. И куда же она ведет? Интересно. Я знаю, это аварийный выход на улицу на случай обвала цеха. Закрыто снаружи. Это, мне кажется, еще один выход в цех. Закрыто. Вот сюда мне надо. Ух, я узнаю этот запах из 1000. Вот он, заводской бункер. Слышу, гудит электричество. Интересно. Нет. А если тут? Да ладно. Свет есть. Мда. Советское бомбоубежище. Ни много ни мало на случай ядерной войны.
Вообще вот, если не ошибаюсь, то эти спальные шконки были рассчитаны на каждого то ли 4-го, то ли 5-го человека, укрываемого в бункере. Так что такой бункер вполне мог быть рассчитан на несколько сотен заводчан. Туалеты. Мда, жутковатое место, скажу я вам. План-график. Гражданская оборона объекта Сарканес Металлургс в военное время. Все инструкции, как действовать. Еще наверняка среди заводчан регулярно проводились тренировки. Диспетчер завода. Пульт управления. И второй такой же. Я надеюсь, сейчас никакую бомбу не запущу случайно. Что за аппаратура? Интересно. Радиобюро. Вот тут была аппаратура для связи. Эх, но, видимо, все растащили. Мда. Зато вот есть гора медикаментов. Настойка пустырника годна до 80-го или 84-го. Жесть. 13 копеек цена. Капли Зеленина. Учебный ИПП-8А. Это знакомая жидкость. Ой-ё, что за ампулы? Лучше не трогать, пожалуй. Без надобности не ходить. Такс. Это ФВУ. Фильтр, вентиляционная комната. Нет, уже нет. Да ладно! Фух, это было
максимально неожиданно. Смотрите, это был стенд для стрельбы. Вот следы от пуль. Здесь были мишени. Видимо, из воздушки стреляли. Тренировались. Противопыльные фильтры. Вот эти штуки должны были спасать от загрязненного воздуха снаружи. Пункт управления ГО. Ого. Больше похоже на учебный класс. Ой. Пол прогнил. Фотогазета. Мда, уже не фотогазета. Вот документация по гражданской обороне. 75-й год. Отчет о проведении боевой подготовки личным составом, рабочими и служащими цеха. Это все отчеты о подготовке заводчан. Вот, смотрите, прочтено 7 лекций, 5 бесед, охвачено 360 человек, показано 5 кинофильмов 400-800 людям, 127 диафильмов, проведено одно тактика специальное учение. Всего работает в цехе 219 людей. Из них прошли обучение ГО 216. Почти все. Да, все было серьезно. Еще один выход из бункера. А здесь начальник цеха. Его подземный кабинет. Журнал осмотра и проверки убежища. Так, начинается в 75-м. Вот тут все отмечено, что нужно исправить, что в каком состоянии. Все серьезно. Начальник штаба. Вот уже 80-й. Последняя запись. О, это дизель-генератор. Мне нравится очень эта приборная панель. Смотрите, она впитывает свет и потом в темноте светится зеленым. Аккумуляторы. А какого года они? Интересно. Вот они.
Много аккумуляторов. Генератор 71 года. Сделан в СССР. Значит, видимо, в 70-х и построили убежище. Так, тут это, наверное, бак с маслом небольшой, а этот побольше уже с дизелем. Вот, на 500 литров. Походу пустой. Электрощитовая. Я отчетливо слышу, как гудит электричество. Да, в случае войны было важно сохранить работоспособность этого огромного завода, ведь наверняка можно было переключить производство на военные нужды. Здесь баки с питьевой водой. 4000 литров. Вот. Нет. А, вот краны. Походу пустой. Вот еще склад. Сапожки. Противогазы. Четвертое. О, фляжка. ГП-5. Не знаю, правда или нет, но я слышал, что в Союзе был выпущен 1 миллиард этих противогазов. Это что такое? ДП-24. Вероятно, переносной дозиметр. Вот инструкция. Так. Да, это был дозиметр. Дата выпуска 74 год. Вот так он выглядел. Эти трубочки стащили. И тут все инструкции, как им пользоваться. Это ампулы. Вот они. С помощью них определяли, насколько заражен воздух. Они окрашивались в разный цвет, показывая уровень загрязнения. Сейчас заметил, тут под лестницей лежат носилки.
Тут где-то должны быть заводские офисы. О, смотрите, это хоккейная команда Металлурга, а рядом футбольная. Закрыто. Мне, походу, вот сюда. Да, кто-то вынул стекло. Именно не выбил, а вытащил. Это все офисы этого большого прокаточного цеха. Закрыто. Инженер нормирования работ. Обалдеть. Вот это сохран, конечно. Коллега наша дорогая, День ангела сегодня у тебя. Поздравления с именинами. Кухонный уголок. Да, вот посуда, приборы. Все оставлено. Эх, цветы жалко. На календаре 2017. Алло, да, слушаю. Это прокатный цех? Да, хорошо, выделим вам 5 рабочих на ремонтные работы. Сегодня будут к 3-й смене. Кстати, знаете, тут можно поискать интересные документы. Например, про зарплату рабочих. Хотя это скорее будет в кабинете бухгалтера. О, смотрите, книги. Научно-технический прогресс. Труд руководителя. Стальной профиль Казахстана. Офигеть. Да тут даже формы есть в шкафу. Экономист. Ну вот реально скажите, ощущение, будто я в чьих-то офисах, и завтра сюда придут люди на работу. Но нет, это все заброшено с 2017 или 2018. То есть уже минимум 8 лет завод не работает. Ребята, нашел папку зарплаты за 2016. Сейчас посмотрим. Такс. 2018 даже. Но тут как-то непонятно. Тут написано сразу в общем, сколько денег было заплачено рабочим всего цеха, а не каждому лично. Ну вот, зарплаты в марте 18-го. Рабочим 8500, руководителям 8300, специалистам 4300. В общем, 21 тысяча. А на сколько это человек? Интересно. И судя по
этим бумагам, еще до апреля 2018 этот завод как-то работал, пусть и на малых оборотах. Такс, что в ящике у сотрудников? Заглянем. Пустая тетрадь. Книги по металлургии. Календарик. В общем, похоже, ничего особенного. Опа, смотрите. Средняя зарплата во втором цеху за 16 и 17 годы. Вот апрель 18-го. Имена работников. В цеху трудилось 22 человека. Персональные коды закрыл. И вот здесь зарплата за месяц. 1200, 1700, 2200, 745. А здесь сколько отработано часов. И, соответственно, часовая ставка. Ну что, в целом, мне кажется, неплохие зарплаты для 2018 года. Вот апрель 2017. Сотрудников было больше, 41 человек. Зарплаты, ну вот самая большая 2300, самая маленькая, наверное, 517. Ну тут часы не полные. Самая маленькая, ну, наверное, вот 880 тогда. Апрель 2016, то есть еще годом ранее, тут трудилось вообще много людей. Это второй лист. И походу еще, да, третий. 126 человек работало в цеху. То есть вот в 16 году 120 людей, в 17 40, а в 18 всего лишь 20. Как сокращали рабочих. Ладно, что-то я отвлекся на эти бумаги. Так, всем оставшимся аборигенам: мусор пищевой в мусорнике не бросайте. Уборщицы нет, убирать некому. Это, видимо, уже под закрытие завода сократили даже уборщицу. Продукты, которые хранятся в холодильнике более дня, просьба отмечать с наклейкой и указанием владельца. Офисные правила. Кабинет бухгалтера. Ладно, зарплаты мы с вами уже посмотрели, так что пойдем дальше. Такс, это туалет. Это снова туалет. Такс, тут какие-то прокладки резиновые разных размеров. Футбол,
Кабинет главного механика. Блин. Ого, смотрите, это карта завода. Вот, я сейчас в этом огромном цеху. Это тоже цеха. И еще вторая огромная часть завода. Вот этот главный мартеновский цех, где плавили металл с 3 трубами. Какие 3 слова такие же сильные, как «я тебя люблю»? Ха, тебе пришла зарплата. Забавно. Ой-ё! Нет, ну реально. Завтра люди придут на работу. Так это выглядит. Ого. Это похоже на архив. Кульман. Вполне рабочий. Здоровенные эти принтеры офисные. И много документации. Тут, вероятно, различные чертежи, схемы для производства. Вот вы представляете, раньше нужен был такой огромный архив, куча томов, бумаги, чернил, чтобы это все напечатать. А теперь столько информации может в себя вместить, ну не знаю, парочку жестких дисков, например, на 5 терабайт каждый. Такой бумажный архив, он, конечно, вероятно, надежнее жестких дисков, но с другой стороны, и с ним может что-то произойти. Например, пожар, или если потоп, то бумага может намокнуть. В общем, я не знаю, как вы, но я таких заброшек еще не видал. Просто компы стоят, мониторы, все оставлено. Сейчас еще свет, наверное, загорится. Нет, не загорится. А вот фотографии из цеха. Рабочий процесс. Это, вероятно, постройка цеха. Нет, ну, за такие находки с вас однозначно лайк. Нетронутый офис. Да. Может быть... Нет. Электричество здесь отключено. Смотрите, еще фотки из цехов. Хотя вот, как я понимаю, здесь такая капсула времени, потому что завод изначально не закрывали, а просто законсервировали до лучших времен. То есть была надежда, что он сможет снова открыться и работать.
И лишь в этом году, если не ошибаюсь, предприятие окончательно ликвидировали. И стало ясно, что это все работать уже не будет. Тут вот сидел начальник. Вот у него телефон заводской. И собирались сотрудники на совещание. Кабинет начальника цеха. Вау. Вот тут уже проводили совещания и обсуждали рабочие процессы. Это панорама завода сверху. Знаете, вот я сижу тут, и у меня двоякое чувство. С одной стороны, как сталкер, я восхищен таким огромным заброшенным заводом, этой капсулой времени. Но с другой стороны, мне грустно видеть такое мощное и при этом заброшенное производство. Это удостоверение рабочих. Вот стропальщик в сортопрокатном цехе. И это, походу, еще советское удостоверение, да. Так, это тоже стропальщик. Вот каждый год проходил проверку знаний с 82 по 88. Красный металлург. А после Союза он назывался уже Лепойский металлург. Вот, это уже более новое удостоверение. Что у нас в ящиках? О, фотик старенький. Я такие еще помню. О, конверт с фотографиями. Берем. Тут арматура. Это все продукция металлурга. Вот, походу, уже нарезанная и упакованная арматура, готовая к продаже. А вот есть фотографии прямо из цехов. Какие горы арматуры. Печать металлурга. Прикольно. Что в шкафах начальника? Документация. Книги. Смотрите. В июне 41-го. Это что-то про войну.
Да, вот страница героической обороны Лепе с фотографиями. Все события Второй мировой. Кто весь день работает, тому некогда зарабатывать большие деньги. Ладно, в общем, на часах уже 3-й час. Фух, утомился я сегодня бродить по этому огромному заводу. Много впечатлений от увиденного. Пойду на выход. Честно скажу, мне одному тут ночью бродить как-то жутко. Что ж, ладно, спасибо вам за внимание, счастливо и до скорых встреч. Я пошел на выход. Дорогие зрители, продолжение следует. 2-я серия выйдет через 2 недели. Мы продолжим изучать Металлург и окунемся в настоящую капсулу времени. Электрический цех в полном советском сохране. Машину времени еще не изобрели, но благодаря таким местам мы с вами можем вернуться в прошлое. Объяснительные по несчастным случаям. Ого!